Привет всем! Сегодня соберем усилитель мощностью 2 по 50 Вт своими руками. Посмотрим, что получилось. Попросил меня знакомый собрать готовый усилитель на базе платы из прошлого видео. По дизайну он хотел что-то похожее на аудиокарту Focusrite, а из пожеланий были аудиовходы как спереди, так и сзади. Джек 6,3 мм и 3,5 мм. Какие компоненты я буду использовать? Это обычный сетевой выключатель, сетевой разъем питания, фильтрующий конденсатор, но его я использовать не буду, так как он сюда не подойдет. Потом объясню почему. Обычный потенциометр для регулировки громкости. Также понадобится фильтрующий дроссель, который я сам намотаю, потом покажу как. Коннекторы для подключения акустики. Их понадобится две пары. Моноджеки 6,3 мм для входа. И вход AUX 3,5 мм. Также буду использовать керамические конденсаторы, тоже для фильтра. Ну и самое главное, это плата усилителя, которую я мерил в прошлом видео. Ну и импульсный блок питания. Его проблемы я буду исправлять в этом же видео. И покажу как, так как он издает свои шумы в сигнал. Немного расскажу о корпусе. Его моделировал в блендере. Схема такая. Есть внутри рама, на нее прикручиваются все компоненты, а потом накидывается декоративный кожух из красного пластика. Все элементы корпуса печатал на 3D принтере. И вот что получилось. Некоторые детали пришлось перепечатать несколько раз. Но в основном мне очень понравился этот корпус. А это и есть та рама, на которой будет собираться вся электроника. А уже потом вот так вот вставляться в сам корпус. Ну и начну саму сборку. Первым прикручу импульсный блок питания. И немного расскажу о нем. Все знают, что импульсные блоки питания не совсем подходят для аудиотехники. Этот блок имеет высокие пульсации при работе, и их нужно уменьшить. Или же их нужно очень хорошо фильтровать на выходе. Это я и буду делать в этом видео. Позже я покажу сборку самого фильтра и его нюансы, а также покажу его работу. Следующим прикручиваю усилитель, он на чипе TPA3221, его замеры вы можете посмотреть в прошлом видео, оставлю подсказку. Сам звук мне понравился, понравилась его тишина, также в нем встроена защита от хлопков, именно в этом усилителе она будет работать лучше, чем на моих замерах. Примеряю заднюю панель и устанавливаю все коннекторы. Также собираю переднюю панель, вставляю потенциометр и вход AUX. В идеале корпус должен быть цельнометаллический, для защиты от помех. Но так как бюджет очень ограничен, он в пределах $50, я буду использовать пластик. Ну и приступлю к намотке фильтрующего дросселя. Это синфазный дроссель, он фильтрует как высокочастотные шумы, так и пульсации самого блока питания. Кольцо из порошкового железа, мотал примерно по 10 витков на каждой стороне, из медного провода 1 квадрат. Но только одного дросселя будет не хватать, поэтому еще будут использоваться конденсаторы. Один большой конденсатор мне не подошел, потому что блок питания не хотел стартовать, из-за того, что стартовый ток был очень большой, и я поменял его на два меньших конденсатора. Потом покажу, как они выглядят. Еще использовал два керамических конденсатора по 47 микрофарад каждый. Весь фильтр собран на макетной плате. Заранее скажу, фильтр оправдал все свои ожидания. В динамиках просто абсолютная тишина и нет никаких посторонних шумов. Вот пару кадров с демонстрацией работы фильтра. До фильтра есть пульсации больше 200 мВ и видно иголки на осциллографе. После фильтра пульсации стали почти в 3 раза меньше, около 60 мВ, и сам график стал ровнее. Прикручиваю его на свое место. Там, где посчитал нужным, вплавил резьбовые втулки. Толстым медным проводом подключаю питание сначала к фильтру, а от фильтра уже к усилителю. Такой промежуточный результат у меня получился. Еще я добавил перегородку из пластика, на которую наклеил фольгу, и припаял ее на общий минус. Это поможет от свистов блока питания и дополнительно уменьшит шумы. Прикручиваю последнюю макетную плату. На ней планировалось больше деталей, но в итоге от этого мы отказались. Для подключения входов использую экранированный провод, чтобы снизить вероятность помех.
Подключаю потенциометр и прикручиваю переднюю панель. На этом отрезке видео видны другие конденсаторы. Каждый из них на 35 вольт и 1500 микрофарад. Справляются они не хуже, чем один большой. Для индикации подключил зеленый светодиод через резистор 30 кОм, просто на питание 24 вольта. Подключаю выходы, потом я их просто припаяю на коннекторы. Для склейки верхней части рамы используется анакрилатный клей. Ну вот, усилитель уже почти готов. Устанавливаю его в декоративный корпус из красного пластика. И паяю всю заднюю панель. И финальная сборка корпуса. Для устойчивости на дно корпуса приклеил резиновые ножки. Это уже почти финальный вид усилителя. На регулятор громкости добавил белую метку. Ну и финальный замер мощности. Нагрузка 4 Ома, подаю сигнал 1 кГц и плавно добавляю громкость. Выходит примерно 14.4 вольта. Считаю по формуле, это примерно 52 ватта. В итоге усилитель получился именно таким, каким и задумывался. Несмотря на бюджетную основу, результат меня приятно удивил. Больше всего понравилось то, что в режиме простоя в колонках практически абсолютная тишина. Нет ни фона, ни гула, ни каких-либо посторонних шумов. Создается ощущение, будто усилитель вообще выключен. По звуку тоже все хорошо. Усилитель играет достаточно мощно. Бас контролирует уверенно. Высокие частоты тоже звучат чисто без каких-либо проблем. Заказчик результатом остался доволен. Если видео было интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.